Добрый день, здравствуйте. Вы на канале 11 детей наша жизнь. Меня зовут Светлана. Оператором в данный момент мой муж Иван. И я занимаюсь, как обычно, на кухне. Делаю кушать. Что я сегодня делаю? Приготовила детям картофель, а теперь обжариваю ребрышки. Просто на сковороде их сейчас уже налила водички, и они протушились. А тут я поставила сельтисон. Зельце это больше мясо шкур головы, да, шкуры головы. А я поставила, здесь у меня 2/3 головы. 2/3 головы. Моника, что ты там делаешь? Сейчас я это буду часа 4 варить. 2/3 головы, мясо гуся, немножко, и очень много пупков, индюков, гусей. Я хочу сделать сельтисон, и я думаю, что пупки будут хорошо, они сейчас часа 3-4 разварятся, и они будут очень хорошо в этой колбаске, ну, можно назовем это колбаска, да? Не, назовем это закуска. Ну, какие мы колбаски сейчас кушаем, то там вообще нету такого. Мы бы рады были, наверное, если бы там попадались шкурки, пупки, да? Сейчас сниму шкурку. Ничего еще я сюда не добавляла. Варятся. Голова у меня целую ночь пролежала в ледяной воде, в холодной. С вечера я ее хорошо мыла, сливала. Ну, а когда спать ушла, уже оставила в 2 кастрюлях. Еще где-то 1/3 валяется, лежит в морозильной камере. Но мне уже много, не надо столько. То есть мяско тоже надо добавить, чтобы закуска была повкусней. Делаю такую закусочку. Теперь она... Я не солила. Когда я варю сельтисон, холодец, когда варю, я никогда... То есть это тот же холодец же, ведь только такой набор будет без водички, будет утрамбовано. Нарезаться будет. И когда я варю, я никогда не солю в начале. Многие, знаю, в начале солят. Я солю уже, когда готово. Хочу добавить 1 морковь большую туда для вкуса. И 2 головки лука, так как кастрюля 20-литровая. 2 головочки лука, пусть чтобы повкусней. Потом я еще буду приправы добавлять, когда уже все это готово будет, уже в нарезку. Ну, вот такие пупки здесь у меня их целый пакет, килограмма, наверное, 4 точно я сюда засунула. У меня пупков очень много, то гусей резали, то курей резали, я их куда могу перерабатываю. Некоторые делают салаты, я вспоминаю, я в детстве очень любила пупки. Прям любила, мама курочку варит, пупок один, куриц столько не было. А сейчас дети их не кушают. Вообще в нашей семье их кушаю только я. А дети кушают их, когда я им кручу на 2 раза фарш и с картошечкой перемешиваю, либо так в блинчики или в пирожки. Блинчики вкусные. Да, блинчики вкусно. То есть я перекручиваю. Сейчас еще уток, еще там в холодильнике столько этих пупков в морозильной камере. В этот раз хрюшку резали, и я боялась, что мне не хватит места. У нас 2 морозильные камеры, но одна полностью... У нас большие морозильные камеры. Ларцы, да. Одна полностью под зеленью, ягодой. Вот компот сейчас... Под компотами, может так. Под компотами, да. А вторая только мясо. Я рубила гусей специально. Гусей для того, чтобы меньше места в морозильной камере. Нормально место освободила. Хочу лучок уже добавить. Все. Хорошо поджарились. Нарезала 3 головки лука большого. Уже посолила. Моя 9-литровая кастрюля.
так вот сделаем сельтисончик, уберем в холодильник и будем его как нарезочку тоненько-тоненько. Посмотрим, как дети есть будут. В этот раз холодец сделала не так давно. Никто не ел. Ну, холодец у меня такой. Тот же сельтисон был, только в банках утрамбованный. Поели немножечко и все. Не кушается у нас. Да, я, кстати, в том видео говорила, что мало это нам мяса, хрячок. Но мяса у нас идет много. И мне даже одна из девочек, из подписчиков спросила, как это так. А я ждала этот вопрос. Я это не специально говорила, но так получилось. Ждала этот вопрос. Я говорю, я прям ждала этот вопрос. Мясо, вот в супу сколько ни ложи, ну, Василиса положит себе. Ну, Снежанка с охотки, Анюта увидит, что Снежанка положила, положит, и все. И мы с папой. Папа тоже такой мясной едок. А вот котлеты, пельмени, ну, все, что крученое. Вот сейчас ребрышки жарю, обманываю, чтобы прям с косточками погрызли. Картошку приготовила. И ребрышки, я их просто сначала на раскаленной сковороде запечатала, ну, а потом тушатся, как на плов. Воды добавила, потушились, вот сейчас вода выкипела и жарятся. Да, также спросили у нас, будет ли в этом году День желаний. День желаний. Юля, здравствуйте, Юля. Конечно, будет. Этот праздник не обговаривается, просто желания у детей другие в этом году. Дети выросли, у них уже секретные желания у многих. Есть общие желания. Был вынесен даже такой, не знаю, мы думаем. Дети маленькие, так, а им хоть разорваться. Они все хотят. И это хочется, и то хочется. И это все. А еще узнали, что те то хотят, и они сразу это хотят. Да. Маленьким все охота и сразу. Поэтому так, ну вот, поснимала на лед. Мяско еще не закипело, но уже закипает. Убавлю газ, и пусть оно стоит часов до... Часа 4 будет точно вариться. Чтобы не добавлять никакой желатин лишний, ничего. Чтобы застыло хорошо. Холодец я обычно ночью варю, поздно ставлю и до утра. Ну, либо рано ставлю и вечером поздно. Ну, ждешь обычно часов 12. Нет. Ну, а это вот пусть варится. Вот голова не залезает. Придется и... А? Ну, главное, чтобы она залезла, да. Пока мясо не начнет хорошо отставать от кости. Пусть уваривается. И потом в формах наделаю. И на ночь уберем. А на завтра уже можно будет есть. Варила я свой, вот уже перебратое мяско. Разварила, меня не было. Разварила, косточки отошли, мясо, все отошло. Это уже собакам унесли, тут всякие шкурки поубрала. Помните, да, что я поставила варить утром, сейчас вечер. Я поставила варить, у меня это был, чуть-чуть прикрою, формы силиконовые, поэтому не буду сильно никакую клеенку закладывать, но все равно, чтобы сверху накрыть, так отрежу сейчас, у меня грязная досточка, я уже делаю, во, одну. Здесь у меня разварилось все. Здесь я сделала смесь горчица, перец черный и приправа для мяса. Здесь у меня стоит бульон, которым я сейчас буду заливать. Еще есть чуть-чуть. Я сейчас еще посолю все-таки бульон. Немножечко. Мяско подсолила в самом конце. И других приправ не буду добавлять. Только для мяса и все.
И начинаю, сейчас буду нарезать в другой тазик. И буду нарезать сюда. В принципе, тут уже нарезать почти нечего, потому что здесь уже ни шкуры нету, ничего нету. В основном пупки вообще разварились. Посмотрите, они какие. То есть их можно укладывать, и они на срезе хорошо будут смотреться. Очень хорошо. Их когда будем нарезать, они вот так будут смотреться. То есть здесь, в принципе, я уже ничего нарезать не буду. Я убрала все косточки. Морковь, которая варилась вместе с луком, она уже вся здесь разварилась. Что не разварилось, я повытащила. Вон туда собачкам убрала. А остальное перчатки одела, потому что... Ой, как разварилась. Главное сейчас прощупать, чтобы косточек вообще не попадалось. Ну, если даже попадутся, когда в магазинной продукции попадается что-то такое, ты, ну, как бы немножко брезгуешь. А здесь все хорошо. Это вот индюшка. Индюшка сваренная. То есть будет попадаться мясо птицы и гуся. У меня целая сборная. Это язык. Я его сняла, шкурку с него. И тоже нарежу такими кусочками, язык нарежу. Будет попадаться язык. Маленькими не буду кусочками, а такими. Все, здесь почти нечего резать. Оно все в форме застынет. И все, будем нарезать. Здесь уже не сельтисон. Это уже как ветчина получится. Ну, чем вкуснее, тем лучше. Все. Уже горчицу и перчик высыплю на первый слой. Пусть оно все расходится. Горчичка, перчик, потом буду перемешивать. Пусть оно уже впитывается. Всякие... Ой, какой запах пошел. Мне главное, чтобы сейчас косточки, я даже резать не буду, до такой степени разварила. Надо было часа 3 поварить, а я по-нормальному. Поварила так поварила. Пупки, вон, посмотрите, как разлазятся все. Мне сильно и не надо, чтобы разлазились, потому что это ж нарезаться все будет. Все будет кусочками. Так, ну эти все равно. Ну, я даже рада, что я придумала проэкспериментировать с пупками. Но они настолько развалились, что они как мясо стали прям вкусные прям. Надо на соль посмотреть будет. Это вот пупочек такой. И гусиные пупки здесь, и индюшиные пупки. Наверное, даже... Не, куриных, наверное, нету. И вон еще один пупок сидит, уроки делает. Даже в пупках лежало сердце. Тоже пусть лежит. Попробую на соль. Угу. Хорошо, что я подсолила. Вкусно. Но немножечко для ядренности надо. Очень вкусно получилось. Правда, прям как вкусно. Сельтисончик. Надо колбаски сделать, такой мясной. Домашний. Маленькие колбаски. Это ухо, уши. Ты еще там понимаешь, где что-то. Конечно, уши это хрящики, они хорошо будут, они разварились, а вообще, они хорошо почищены, все хорошо помыто, все чистенько-чистенько. Я в перчатках, поэтому покопаюсь прям на косточки. Сейчас у меня идет, вот тут попадается какая-то косточка. Сейчас у меня идет переработка, чтобы косточки не попали. Формы силиконовые, но я на дно почему чуть-чуть укладываю пленку. Мало ли что, чтобы подеть было хорошо, да? Руки уже все склеиваются, так что он утром уже встанет. Красота как встанет. Это все собачкам отдадим.
А здесь начинаем перемешивать приправы все. Во, пупки попадаются, хрящики эти, чтобы они по всей разошлись. Чуть-чуть посолим. Это соль, бульон с солью. Обязательно надо. Черный перец, приправа для мяса у меня тут. Горчица в зернах. По-моему, все, и запах сумасшедший. Так, косточку нащупала. Сюда. Где-то еще стукнула. Во, еще. Вот это я перебирала, на 2 раза перебирала. И косточка еще. Во, ничего себе, что это она откуда тут? Это вот, видать, целая бросала. Ничего, это кусочек. Ага, кусочек бросала на косточки, на наличие косточек. Да. Да. Очень красиво, все очень вкусно. Запах волшебный. Дам понюхать всем. Так, ну начинаем. Еще добавим. Еще добавим. Всю вылью я пол-литровую. Там много еще. Да и не так много в этот раз-то. У меня выкипело полкастрюли. Целый день, в общем. Как поставила с утра. Всю ночь отмачивала. Утром почистила хорошо. Все. Можно закладывать такие силиконовые формы. Посильнее утрамбовываем. Во. Чтобы такие буханочки получились прям. Еще потом накроем, в пакет прям поставим и завяжем, да? И вот так плотненько в холодильнике поставим. Не буду мешочек, сверху только мешочек сделаю. Не нужен здесь мешочек в силиконовой форме. Да, она вся вывернется. А сверху сделаем. Так, но у нас не хватило формы. Сейчас мы будем поискать. Ну, мешок можно в целлофановый также. Нет, ну можно в пластиковую форму. Теперь утром покажем вам, как получится. Вот так вот. Вот. И укладываем. Опс. Слезет. Такая буханочка будет сельтисона. Такой закуски. Буханочка закуски получится такой. Тоненько на хлебушек отрезал и покушал. Главное, чтобы дети ели. Дети особо такое ничего еще не едят. Так. Раз. 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 И груз здесь не надо ставить. Оно плотно встало все. Все. Так, и здесь осталось. Я достану мешочки. Достану мешочки, и проще будет одеть в мешочек. Опа. Да. Чтоб со всех сторон защищено было. Во! Все, смотри, какая красота. И здесь также надо было. Ну, уже сделали здесь. Но все равно так же сделаем. Такие 3 буханочки сельтисона. 3 буханочки ветчины. Да, судя по количеству, что там находится, то это ветчина, да. Рубленое мяско. Сейчас убираем в холод. Вот так я их даже придавлю друг к другу. И вот так придавлю, чтобы они не разваливались. И пусть они до утра встанут колом. Сюда поставила, стала поближе. Здесь Иван разбирает все.
У нас сегодня ночью была трагедия. И смешная, и горе. Это что, смешного вообще ничего? А смешное в том, что я до этого несколько месяцев спать не могла. И полечилась. И вчера Иван сегодня ночью у нас на компьютере, бесперебойка, да? Она начала сильно пищать. Обычно она пищит, свет включают, выключают, она начинает пищать, компьютер поддерживает. Иван соскочил, она говорит, так сильно пищала. Иван подскочил, начал бегать. В общем, у нас посгорели все переходники на телевизорах, на компьютере, в общем, везде. Сколько штук примерно? Я так смотрю, ты носишь. Штук 6, да, сгорело? Ну, 2 ресивера, получается. Это которые... Потом 1 телевизор, 2 модема, монитор сгорел, кофеварка сгорела. Да, и сейчас опять выключили свет, мы в темноте снимаем. Опять выключили свет. А самое главное, сгорела кофеварка, которой только в феврале месяце будет год. Самое главное, это все самое главное. Все самое, но она самая дорогая. В общем, 380 вольт дали, да. Иван на счетчике побежал, смотрел, 380 вольт дали. Представляете? 388 даже. 388. Но я со своим зельцем, который никто не хочет есть. Такой вот он у меня в срезе. Я сейчас этот разрежу, тоже только достала. Сейчас я, чтобы по мешочкам убрать, пополам разрежу аккуратненько. Смотрите, такой вот он получается красивый прям. Где видно мяско курицы, мясо индюка, индюшье мяско. Такие вот получаются, вот. Такие вот. Пожалуйста, хоть хлебушек на маслице, хоть просто на хлебушек. Люди рассказывают, что у них детки кушают. Ну, это не про нас. Косточка здесь у меня единственная попалась. Да еще такая косточка, ничего себе. О, какую я засунула. Вроде перебирала. И этот. Они все хорошо нарезаются. В магазине бы купили, ели. Здесь никто есть Вот не ты скажи, что в магазине купили. Да, только все видели, что мама делала. Не ест у меня семья такое. Это я сейчас по мешочкам уберу. Такой зельц, сальтисон. Зельц это, наверное, больше с головы шкуры, со шкур свиной головы. Но у меня здесь все видели пупок. Он вообще не чувствуется, он как мяско. В разрезе он видно, хрящик, это ушко идет. Все такое. Ну, кто кушает, делайте. Делается очень просто. Еще там целое блюдо я не достала. Это сейчас по мешочкам уберу. Для того, чтобы скармливать гостям. Спасибо, что заходили к нам на канал, что были с нами. Смотрите, чем мы питаемся, чем кормим деток. И еще вы очень часто пишете, что мы вам стимул даем. Мне это очень приятно, нам очень приятно, что кому-то мы можем тоже быть полезными. До скорой встречи, друзья!